Он исчез после скандала, отказался от Турции, ушел в Испанию, сорвал съемки, и теперь против него ополчились даже бывшие фанаты. Что на самом деле происходит с Джаном Яманом? Почему он больше не может вернуться домой, и какие жуткие слухи распространяются о нем за кулисами нового сериала? Сегодня эксклюзивный дайджест самых громких новостей из официальных источников. А в конце – факт, который может полностью изменить ваше мнение о нем. Это не просто видео, это честный взгляд и личное мнение на то, что звезда пытается скрыть. Смотрите до конца, финал вас удивит. Когда кажется, что о нем уже все сказано, выходит новый заголовок. Лицо с обложек, голос драм и романтических сериалов, герой тысяч мемов и таблоидов, Джан Яман снова оказывается в эпицентре внимания. Казалось бы, уже пройден пик популярности, но в ноябре 2025 года турецкий актер удивил даже самых преданных фанатов. Все началось с тихого, почти незаметного анонса нового сериала. Испаноязычный проект. Новый жанр. Совершенно другое амплуа. Ни романтики, ни клише, триллер, динамика и агент, за которым охотится вся страна. В информационном поле Яман появляется неожиданно, не через гламур, не через любовные сплетни, а через работу. И эта работа – нечто большее, чем просто очередной проект. Ее объявление сразу породило десятки вопросов. Почему Испания? Почему не Турция, не Италия, где он обрел вторую популярность? Что произошло за кулисами, пока публика молчала? Все выглядело как возвращение в игру, только правила этой игры изменились. И Джан, похоже, научился в них играть иначе. Начиналось все с короткой заметки. SSR Studios запускает 8-серийный триллер под названием «El Laberinto de las Mariposas», в главной роли Яман. Испанские медиа писали об этом ровно и сдержанно, но фанатские паблики вспыхнули первыми. Проект получил молниеносное распространение, посты, спекуляции, монтажи с прошлых ролей актера, все с новым хэштегом. А спустя считанные дни начали появляться съемочные фото с Канарских островов. В центре кадра – он. В другом образе, другом ритме, с другим выражением лица. То, как он стоит в кадре, уже не поза модели, а осанка героя, у которого за спиной много боли и выбора. Это было не возвращение, это был перезапуск. Для тех, кто следил за Яманом с начала карьеры, этот шаг казался почти невозможным. Слишком долго его имя ассоциировалось с легкими сериалами, яркими улыбками и эффектными поцелуями под дождем. Теперь напряжение, тишина в сценах, темная цветовая гамма. Его персонаж – бывший оперативник, ставший объектом национального розыска. За ним охотятся спецслужбы. Его предали свои. Он знает слишком много. Именно такая роль, сдержанная, с внутренним конфликтом и без однозначных штампов, могла разрушить старый образ актера и создать нового. Но главное не в том, какую роль он получил. Главное в том, каким образом он к ней пришел. Путь к новому образу начался не на съемочной площадке. Он начался в тишине, в процессе, который не показывают в соцсетях и не обсуждают на красных дорожках. Джан Яман принял решение сниматься в испаноязычном проекте, не зная языка. На тот момент он не говорил по-испански вообще. Совсем. Но к ноябрю 2025 года он уже свободно давал интервью на этом языке, читал сценарий без переводчика и сам вел диалоги на площадке. Это не просто рабочий момент, это акт дисциплины, риска и, возможно, желание исчезнуть из прошлого. Он не нанимал громкую команду, не делал публичных заявлений о новом пути. Вместо этого тишина, отписки от турецких таблоидов и плотная работа над языком. В интервью он признался, все обучение строилось на полном погружении. Он удалил почти все турецкие и итальянские аккаунты из ленты и подписался только на испаноязычные. Он читал комментарии, слушал радио, смотрел новости и пытался думать на чужом языке, чтобы он стал своим. Без пафоса и манифестов. Его целью было не просто заговорить, а стать частью новой среды. Этот шаг оказался поворотным.
Не только потому, что продюсеры были в восторге от его прогресса. Не потому, что испанская пресса начала называть его турецким хамелеоном. А потому, что это был акт полного отказа от привычного. Там, где многие бы выбрали дубляж, перевод или облегченную версию, он выбрал путь трудный, но честный. И тем самым дал понять, он не турист в этом проекте. Он приехал не погостить, он приехал остаться. Но язык – это только одна сторона перемен. Параллельно менялся и он сам. В ноябре итальянские издания опубликовали сразу 2 интервью, которые дали редкий доступ к тому, что происходит за пределами камеры. Vanity Fair Italy показал Ямана не как глянцевого героя, а как человека, который перестал цепляться за прошлый имидж. Он больше не гнался за хайпом, не пытался нравиться всем сразу. Слова, интонации, тембр – все в его речи стало медленным, выверенным, будто он впервые за долгое время говорил от себя, а не от имени персонажа. Там же, в интервью, он признался, что Италия стала для него не просто страной, а укрытием. Местом, где можно снова стать пустым холстом. И в этом было что-то символичное. Человек, которого десятки миллионов знали по ролям ярких и влюбленных героев, теперь рассказывал о том, как важно быть одному. Не одиноким, а именно одному. Без камер. Без фанатов. Без прошлого, которое давит. Переезд в Италию стал шагом, который мало кто понял в моменте. Это выглядело как бегство, как будто он устал. Но теперь, через призму новых ролей, нового языка, новой тишины, это уже не выглядит как отступление. Это выглядит как концентрация перед прыжком. Если смотреть на этот прыжок со стороны, может показаться, что все шло по плану: новая страна, новая роль, новая жизнь. Но то, что происходило за кадром, оказалось куда громче, чем сам проект. Пока одни обсуждали его превращение в международного актера, другие вспоминали о тех, кого он оставил позади. Российские медиа подхватили старую тему, но придали ей новую огласку: разрыв с Силен Сайдыр, бывшие отношения, скрытые конфликты. Не просто любовная история, а тяжелый фон, который как будто не отпускал его, даже когда он физически сменил страну. Статья, появившаяся в ноябре, не оставляла шансов на романтизацию. Там не было милых формулировок. Только фраза о том, как он изводил партнершу, как отношения стали разрушительными, как после очередного разрыва он молча собрал вещи и исчез. И хотя сам Джан эти обвинения никак не комментировал, факт переезда в Италию сразу после финальной точки в личной жизни выглядел как признание: что-то действительно стало невыносимым. Но самое интересное – это реакция аудитории. В отличие от предыдущих лет, когда любая новость об актере сопровождалась восторгом и слепой поддержкой, теперь публика разделилась. Кто-то защищал его, напоминая о праве на личное пространство. Другие жестко критиковали, вспоминая и другие неудачные романы, и резкие интервью, и слухи о взрывном характере. Все это складывалось в образ человека, который стал героем не только экранных драм, но и собственной. Однако в этой неоднозначности и сила, и интерес. Джан Яман перестал быть идеальным персонажем, которого хочется повесить на обои. Он стал живым, резким, уставшим, спорным, возможно, несправедливым. И в этом новом облике он оказался ближе к зрителю, чем когда-либо. Его больше не нужно было любить, за ним просто хотелось следить. Именно на этом фоне его работа в «El Labirinto de las Mariposas» приобрела еще больше вес. Это был не просто актер в кадре, это был человек, который, возможно, впервые в карьере проживал настоящую внутреннюю борьбу одновременно с героем и с собой. Его персонаж, преследуемый системой, преданный своими, скрывающийся и не до конца понимающий, кто он есть, выглядел не как фантазия сценариста, а как отражение того, что происходит внутри самого Ямана. В какой-то момент становится трудно понять, где заканчивается роль и начинается реальность. И, может быть, именно это делает этот проект особенно захватывающим. Когда зритель впервые увидит Джана Ямана в этом сериале, он, возможно, не сразу его узнает. Ни в голосе, ни в движениях, ни в реакции на происходящее нет ничего от прежнего героя мелодрам.
Он не улыбается на камеру, не обнажает торс ради красивого кадра, не строит образ, в который можно легко влюбиться. Он напряжен, собран, уязвим, и в этом новом теле новая суть. Этот образ – будто итог долгого процесса, начавшегося еще в Турции, но окончательно сформировавшегося за границей. Наблюдать за тем, как он избавляется от старой оболочки, почти физически ощутимо. В каждом движении, в каждом взгляде, как будто попытка стереть все, что с ним связывали раньше. И зритель чувствует это. Эта трансформация не просто внешняя. Она почти психологическая. Кажется, он выжигает из себя того самого Ямана, которого обожали за легкость и харизму, чтобы вместо него появился кто-то более взрослый, более молчаливый, может быть, даже сломанный, но по-настоящему настоящий. Один из критиков, увидевших пробные материалы со съемок, заметил интересную деталь. Яман перестал играть, он начал жить в кадре. Это звучит как красивый трюк промоутера, но в случае с этим проектом это точное попадание. Он не старается убедить зрителя, он просто перестал притворяться. Его герой не знает, кому верить. Он не знает, что правда, а что ловушка. И это ощущение смятения, тревоги, напряженной молчаливой борьбы будто просачивается через экран. Все, что раньше делало его звездой, теперь уходит в тень. Вместо постановочных ракурсов – темные улицы, вместо фоновой музыки – тревожная тишина, вместо блеска – пыль и бетон. Даже его физический облик изменился, не столько из-за макияжа, сколько из-за внутреннего напряжения, которое он несет в каждом кадре. Это уже не персонаж, это присутствие. И именно в этом присутствии рождается новый Яман. Он уже не турецкий красавчик. Не мировая надежда женских сердец. Не тот самый из сериала. Он стал человеком вне ярлыков, вне индустрии, вне формата. Это делает его образ интересным не только в этом сериале, но и в дальнейшем. Потому что возникает вопрос, если он смог избавиться от старой роли, значит ли это, что он готов к новой жизни, в которой он не объект желания, а автор собственной судьбы? Этот вопрос и держит напряжение. Потому что кажется, что и сам Джан пока не знает ответа. В том, как он движется дальше, нет привычной актерской уверенности. Это не шаг по карьерной лестнице, не продуманный пиар-переход, а скорее поиск, иногда инстинктивный, иногда на ощупь. И если раньше Ямана вели сценарии, агенты, студии и запрос зрителей, то теперь он сам прокладывает путь. Без гарантий, без сети безопасности, с риском остаться непонятым. В этом смысле сериал, вокруг которого в ноябре развернулась вся история, стал больше, чем просто новым проектом. Он стал пробным камнем не только для него, но и для всей аудитории, которая выросла на романтическом образе Джана. Зрители, ожидавшие легкой драмы с привычным набором жестов и реплик, столкнутся с чем-то мрачным, внутренне конфликтным, взрослым. И это испытание и для него, и для них. Один интересный нюанс – то, как он избегает всего лишнего. Ни ярких презентаций, ни гламурных вечеринок, ни бесконечных интервью. Почти полное молчание. Только пара точечных бесед с уважаемыми медиа, только выверенные цитаты. Никакой жвачки для прессы. Этот контроль над информацией не случайен. Яман словно сознательно ограничивает доступ, будто создает новый барьер между собой и внешним миром. Или, может быть, новую дистанцию, на которой он чувствует себя безопаснее. Италия в этом смысле стала идеальной зоной перехода. Там он не мегазвезда, не скандальный гость, не политическая фигура. Там он просто актер, который пришел работать. И в этом освобождение. Он больше не обязан соответствовать ни восточным ожиданиям, ни глянцевым рамкам, ни шумным фанатским фантазиям. Он может быть другим. И главное, ему разрешают. Сейчас он как будто живет на границе двух миров. Один – это тень его популярности, другой – новая территория, которую он строит сам. Его больше не интересует сиюминутное обожание. Он выбрал путь долгой трансформации. И пусть он не всегда удобен, не всегда понятен и вовсе не гарантирует успеха,
он куда честнее всего, что было до. По мере того, как сериал приближается к релизу, публика только начинает догадываться, сколько в этом проекте смысла. Это не просто новый виток, это, возможно, точка невозврата. Точка невозврата – именно так лучше всего описать состояние, в котором оказался Джан Йиман к финалу этого бурного ноября. Все изменения, которые раньше казались временными, новая страна, новый язык, новая роль, стали частью большого перехода, за которым уже не скрыться. Возврата к прежнему нет. Он сам это, похоже, понял. Именно поэтому в его последних появлениях нет ни капли ностальгии. Он больше не смотрит назад. И это особенно видно в деталях. То, как он теперь двигается в кадре, как держит паузу в интервью, как смотрит не наружу, а внутрь. В его лице теперь нет прежней глянцевой застенчивости или бравады. Там опыт. Там тень уставшего человека, но не сломленного. Того, кто не боится казаться неоднозначным, непонятым, даже неприятным. Он будто нарочно рушит остатки имиджа, который ему когда-то навязали, чтобы наконец стать собой. Проект «El Labirinto de las Mariposas» в этом смысле стал не просто сериалом, а зеркалом. Оно отражает путь, который он прошел от звезды романтических сериалов до человека, чья тишина стала громче любого скандала. Его герой прячется, потому что знает слишком многое. И сам Йиман теперь похож, не тот, кто пытается выжить в индустрии, а тот, кто выбрал исчезнуть из старой системы, чтобы выстроить свою. И все это вызывает не жалость, не восхищение, а интерес. Потому что главный вопрос остается открытым: куда он пойдет дальше? Это уже не история о том, добьется ли он успеха, это история о том, какую цену он готов за него платить. Он не предлагает зрителю комфорт. Он предлагает быть рядом, в напряжении, в поиске, в сомнении. И именно это, как ни странно, и держит зрителя до самого конца. Потому что в этом новом Йимане не герой, не звезда, а человек, у которого еще все впереди. Спасибо за просмотр. Если вам было интересно, поддержите нас лайком и подпиской на канал «Любовь и мечты». Обязательно напишите в комментариях, как вы относитесь к новым шагам Джана Йимана. Ваша обратная связь – это вдохновение для новых видео. До встречи!